Сегодня уже 5-й день нашего путешествия по Исландии. Мы посетим самый крутой водопад, потом понаблюдаем за китами, ну и напоследок заберемся в кратер бывшего вулкана. А вот и самый мощный водопад в Европе под названием Детифос. Звук падающей воды слышен задолго до того, как сам водопад появится на виду. Его ширина составляет 100 метров, и он низвергается на 45 метров вниз, в каньон Jökulsárgljúfur. Он регулярно посещается во время туров по Исландии, и его не должен пропустить ни один человек, посещающий этот регион. Средний расход воды в громовом водопаде составляет 193 метра кубических в секунду. Неостановимая природная мощь. Вот как можно охарактеризовать этот водопад. А теперь мы продолжим наш путь в город Хусавик. Прибрежный город, который претендует на звание лучшего города для наблюдения за китами во всей Европе. У нас сегодня забронирован тур как раз за этим делом. Повезет ли нам сегодня? Не факт. Однако, одев удобный и теплый комбинезон, я готов к наблюдению. Летом операторы обычно добиваются стопроцентного успеха в наблюдении за китами. Наиболее распространенными видами наблюдаемых животных являются горбатые киты и норки, белобокие дельфины и морские свиньи. Хотя в редких случаях встречаются также голубые плавниковые киты, белуги и касатки. По сути, киты приплывают в этот залив, так как сюда сходят богатые на пищу реки. И пока киты отдыхают после глубоководного заплыва, мы можем наблюдать их со стороны. В итоге нам повезло увидеть нескольких красавцев, некоторые даже подпрыгивали над водой. Средняя длина тела горбатого кита около 14 метров, а вес около 30 тонн. На весь тур ушло порядка 3 часов, и если бы не комбинезон, мы бы порядком замерзли. Между Акюрери и Детифосом расположено озеро Мыват. Это красивое пространство славится богатством флоры и фауны, особенно птичьего мира. Здесь можно встретить десятки видов птиц, особенно уток.
наблюдать за этим местом лучше всего с высоты, поэтому мы сейчас заберемся на гребень кратера Hverfjall. Этот вулкан извергался около 2000 лет до нашей эры, является частью так называемой области вулканических трещин Крабла. Его кратер имеет диаметр около 1 километра. Именно в этих местах были сняты большинство сцен для сериала «Игра престолов» про Север. На пути на сегодня запланирована еще одна остановка, около водопада Godafoss. Он может и не такой большой, как Dettifoss, что мы посетили утром, но он не менее значимый для исландцев. С исландского Dettifoss означает «водопад Бога». Существует легенда, что в 1000 году при принятии христианства местными жителями именно в этот водопад были сброшены языческие идолы.